Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой красивый ажурный джемпер с навязанными рукавами на лето. Вообще идеально впишется в любой фон. Мне очень понравился необычный дизайн этого джемпера. Я бы сказала, что это больше топ, а не джемпер, потому что он у нас не длинный. И видите, у него спущенные рукавчики, мелкий узорчик, очень привлекательный. Такие, знаете, декоративные цепочечки вот здесь проходят. Ну, в общем, дизайн мне очень приглянулся, очень понравился. Я вообще люблю все такие нестандартные какие-то вещи, которые очень хочется осваивать, очень хочется применять на практике. Такой узор я еще не вязала, он меня очень-очень заинтересовал. Я хочу поделиться с вами своей находкой. Считаю, что этот красивый топ будет реальной находкой для лета. Мелкие узорчики я очень стала ценить в последнее время. Да еще такие, знаете, немного рельефные. Вот этот вот первый узорчик, который мы будем с вами вязать, вы сами увидите, он такой рельефненький. Ну и вот эта сеточка тоже очень красиво смотрится. Ну, в общем, предлагаю вам повторить это оригинальное решение, связать такую красоту. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Как всегда в нашем мастер-классе будет выбор пряжи, спиц. Мы с вами свяжем образец узоров, их тут целых 3. Вот, разберем с вами схемы подробнейшим образом. У нас будет выкройка цельновязная. Вот эта спинка и перед вяжется совершенно одинаково. Вот. И всем, кому близок такой стиль, я думаю, вы будете в восторге от такой красоты, когда свяжете. Итак, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. Для вязания этого красивого ажурного джемпера я выбрала пряжу Yarnart Jeans. 55% хлопок, 45% полиакрил, цвет 71, 50 грамм у нас 160 метров. Цвет такой приятный какой-то, кофейный, я не знаю, как его назвать. Очень красивый цвет. И у нас вот такой вот толщины ниточка средненькой, хорошей скруточки. Спицы я буду использовать 3,5 для вязания образца. И вот у нас здесь с вами целых 3 узора участвуют. Первый узорчик, вот этот, он у нас идет с начала вязания. Затем вот этот цепочный узор. И вот такой красивый ажурный узор, очень простой. В общем, все эти узоры, девочки, вяжутся по очень простым схемам. И я считаю, что очень эффектно смотрятся узорчики. На лето самое то, что нужно. Такие незатейливые ажурчики. И, в общем-то, вот это сочетание очень гармонично подобрано. Считаю, что для топа самый раз. Все-таки это у нас не полноценный джемпер, да, такой рукава у него немного есть, немного удлиненные для топа, да, но все равно его больше топиком на летнюю погоду такую, как бы очень жаркую можно рассчитывать. Давайте посмотрим схемы узоров. Выкройка нашего топа джемпера выглядит вот таким образом. У нас будет описание сегодня составляться на 4 размера 44, 46 и 48, 50. Но без проблем вы сможете увеличить здесь все размеры и в ширину, и в длину, потому что основной принцип построения индивидуального описания, сколько петель набрать, как длину выложить в ряды. Я все
девочки, сегодня вам подробно расскажу после того, как свяжем образец. Смотрите конец видео, там у меня будут все объяснялки, так скажем, подробнейшие. Да? На счетной машинке будем с вами под камерой считать каждую циферку, я буду обосновывать. Итак, мои хорошие, что еще я хотела вам сказать? Описание вот это я выложу под видео для вашего удобства. Здесь нет схемы цепочного узора, поэтому обратите внимание, я его в описательной части буду выкладывать под видео. Плотность мы определяем в процессе вязания, да. И по поводу пряжи вы уже посмотрели, общий расход где-то 300, ну, по максимуму 350 грамм, совсем мало уйдет. Спицы 3,5 будет использоваться. Вот. И все это описание, все эти наборы петель и так далее мы с вами подробно разберем в конце видео, когда свяжем образец. Итак, сейчас я еще покажу вам схемы. Схема 1 у нас выглядит вот таким образом, обратите внимание. Будет она, ссылочка под видео выложена на эту схему. Как видите, 6 петелечек у нас всего раппорт и 8 рядов в высоту. Все условные обозначения выложены вот здесь же под схемой. Это первая схема. Вторая схема. Узор, который по центру у нас вот так будет вязаться. Вообще еще легкотня. 4 петли раппортик и 4 ряда в высоту. Да? Сами понимаете, тоже очень простой элементы здесь используются. Итак, давайте с вами приступим к вязанию образца. Вот такие схемы будут использоваться в данном джемпере. И я хотела бы заострить внимание, что мы сейчас будем с вами вязать схему 1. Здесь 6 петель раппорт и 8 рядов в высоту раппорт составляет. И мы будем с вами набирать 38 петель. То есть я буду вязать 6 раппортов. Вы можете, девочки, набрать все, сколько хотите петель, но имейте в виду, что это должно быть кратно 6. Итак, я показываю, как вязать этот узор. Затем мы с вами свяжем по схеме 2 узор. Ну и в общем вы изучите все эти схемы. Они нам понадобятся для дальнейших расчетов, для составления описания. Да и вообще я всегда тренируюсь, прежде чем приступить к вязанию целого джемпера. Начинаем с вами первый ряд вязать. И раппорт я показываю. Кромочную сняли, вяжем изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому у меня вторая петля поверх первой. Меняется местами, провязывается как 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Опять накид, изнаночный. Связали раппорт. Ну и далее, девочки, повторяем мы эти раппорты. Смотрите, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Продолжаем. Связали до конца нужное количество раппортов, переворачиваем второй ряд и все четные вяжем, как смотрят петли, в накиды провязываем в изнаночных рядах лицевыми петлями. Итак, у нас с вами третий ряд, вяжем раппорт. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, еще раз накид, то есть двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Связали первый раппорт, повторяем раппорт. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Продолжаем вязать раппорты, сколько вам нужно. Хочу сказать вам, девочки, про
двойной накид, как его вязать в изнаночном ряду. Смотрите, вот изнаночный ряд у нас 4, вяжем, как смотрят петли, да, и вот у нас двойной накид. Смотрите, первый накид мы вяжем как лицевую, а второй накид как скрещенную лицевую. То есть я беру не как обычно, я вот за заднюю стенку, а за переднюю буду вязать лицевую. Все. И далее, как смотрят петли, продолжаем вязать. Опять вот двойной накид, да. Первый накид вяжу лицевой, второй скрещенный лицевой. То есть наоборот вяжу. Не за переднюю, не за заднюю стенку, а за переднюю. Все. И продолжаем. У нас с вами 5-й ряд. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали первый раппорт, повторяем раппорт, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И так далее. Повторяем. 7-й ряд вяжем раппорт наш. Первый идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, связали раппорт, повторяем раппорт, еще раз накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Продолжаем. После того, как мы свяжем этот узор, определенное количество раппортов в высоту, необходимо связать 4 ряда лицевой глади. Давайте свяжем сейчас именно вот эту вот лицевую гладь, 4 ряда. Итак, смотрите, девочки, связали мы 4 ряда лицевой глади, да, то есть первый ряд у нас вяжется лицевыми петлями, второй ряд изнаночными. И так мы чередуем. Смотрите, следующее, что идет в череде этих узоров, это так называемый цепочный узор. И вяжется он следующим образом. Здесь нужно, чтобы было нечетное количество петель, поэтому от одной петли мы в конце избавимся. Вот. И вот что я тут написала. Значит, вяжется он следующим образом. Первая изнаночная. И начинается повтор. Раппорт. Значит, одну петлю снять, нить перед работой. Вот так. Изнаночная. Снова одну петлю снять, нить перед работой. Изнаночная. Одну петлю снять, нить перед работой. Изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Поскольку нам нужно, чтобы была у нас с вами было нечетное количество петель, последнюю петлю, которая должна быть изнаночной, я провяжу 2 вместе. 2 вместе изнаночные я провяжу. Кромочную тоже свяжем изнаночной. Так, связали цепочечный ряд. В цепочном узоре в изнаночном ряду вяжем следующим образом. Кромочную сняли и вяжем. Значит, одну петлю снять, нить за работой. И начинаем повтор. Значит, у нас получается 1 лицевая, одну петлю снять, нить за работой. Опять 1 лицевая, одну петлю снять, нить за работой. 1 лицевая, одну петлю снять, нить за работой. 1 лицевая, одну петлю снять, нить за работой. В общем, девочки, вот так мы вяжем, чередуя до конца ряда. После нашего цепочечного узора вяжется еще 2 ряда лицевой глади. Просто лицевые петельки весь ряд, а потом изнаночный ряд вяжем все петельки
изнаночными. И начнем с вами вязать по схеме 2 второй узор. И после того, как мы свяжем с вами 2 ряда лицевой гладью, приступаем к схеме 2. Первый ряд, третий ряд. И смотрите, какая особенность. Раппорт составляет у нас 4 петли, видите, и 1 петля для симметрии добавляется. Начинаем с первых вот этих 2 петель перед раппортом, затем вяжем нужное нам количество раппортов из 4 петель, поскольку у нас с вами участвует 37 петель сейчас в узоре. Вяжем первый ряд схемы номер 2. Лицевая, накид. Связали петли перед раппортом. Теперь вяжем раппорт. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я первую и вторую петельки меняю местами, так чтобы вторая оказалась поверх первой. Все 3 провязываю одной лицевой. Накид, лицевая, накид, связали раппорт узора. И теперь нам остается только повторять наши раппорты. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая, накид. Связали второй раппорт, вяжем третий раппорт, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая, накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая, накид. И так далее до конца ряда вяжем. Завершаем все 3 петлями по схеме. Ну и, девочки, поскольку у нас с вами тут не уместился полный раппорт, я делаю накид и в конце завершаю все это 2 лицевыми и кромочной. Вот так. Все четные изнаночные ряды вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. Но я смотрю, они у нас тут все смотрят изнаночными. Так что до конца ряда вяжем все петли изнаночными. Теперь вяжем с вами третий ряд этого очень простого узора. Так, первый кромочный сняли. Смотрите, вяжем две вместе лицевой с наклоном влево, накид. Это были 2 петли перед раппортом, а теперь вяжем раппорт. Лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид. Повторяем раппорт. Лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид. Повторяем раппорт. Лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид. И так далее повторяем до конца ряда. Итак, я еще связала 1 раппорт в высоту этим красивым узором для наглядности. Да, он очень легко вяжется. Такая сеточка у нас получается рыболовная. Да? И вот тут тоже очень красивый рельеф получается, необычный. В общем, мне все эти узоры очень нравятся. Как вы поняли, их у нас получается 3. 2 мы вязали по схеме. И вот этот вот цепочечный узор просто по описанию. Да? И сейчас, девочки, давайте сделаем с вами влажную тепловую обработку образца и посмотрим, как он будет себя вести после того, как высохнет. Измеряем его ширину и высоту. Давайте горячим утюгом обработаем наш с вами вот таким паром горячим, да, воздушным. И потянем наш узор в разные стороны. То есть представьте, что это такая стирка. Так, хорошо, он тянется, очень податливый узорчик наш. Еще разочек.
давайте его так оставим. Пусть он сохнет. Итак, девочки, измеряем с вами ширину образца. Линейку прикладываем. 19 сантиметров получается. И у нас с вами участвовало 38 петель. 38 на 19, 2 плотность. Я запишу в 1 сантиметре 2 петли. Так, и теперь длину давайте измерим тоже. 14 у нас. И участвовало 32 ряда в моем случае. 32 поделить на 14. Будет плотность у нас 2, ну, скажем так, близка к 3. 2,3 в 1 сантиметре. 2,3 ряда. Вот эти важные цифры будем сейчас с вами использовать для данной выкройки. Будем составлять индивидуальные описания. Итак, смотрите, берем, для этого нам понадобится выкройка, понадобится наша счетная машинка и голова, конечно, ясная и светлая. У нас будет участвовать здесь с вами, значит, 4 размера в описании. 44, 46 первый размер с шириной спинки 49 сантиметров, да, ну, скажем так, начало спинки, да, и второй размерчик с шириной 50, 49 сантиметров запишу, и второй размерчик с шириной 55 сантиметров. Это будет у нас размерчик 48-50. Вот 2 размера. Будем с вами сейчас анализировать. Если вы хотите, девочки, чуть больше размерчик, да, для этого вам понадобится, ну, просто поставить свою мерочку и сделать по аналогии, как я сейчас буду объяснять. Определяем количество петель, которые понадобятся нам для набора по переду и спинке. Они, как видите, одинаковые детали вяжутся. И смотрите, 49 умножим на нашу плотность, которую мы только что с вами получили, 2 петли, да? Значит, 49 умножить на 2. Получается 98 петель. Отлично. Второй размер 27,5 умножить на 2. Это половинчатый размер. И умножить на плотность 2. Получаем 110 петель. Записали. Теперь давайте, поскольку у нас цельнокроенный рукавчик, давайте определим вот эти мерочки, сколько здесь будет участвовать петелек. На вырез горловины придется у нас 16,5 половинчатый размер. Давайте его умножим на 2. 16,5 умножить на 2, то есть вырез горловины у нас, вот видите, 33 петли. Но я так скажу, что здесь не просто вырез горловины, здесь еще есть и несколько петель плечики. Придется. Я в описании на этом заострю внимание. Плечи будут отдельно. Ну, в общем, по выкройке вот это расстояние, так скажем, эта мерка составляет у нас 33 сантиметра. И мы умножаем на нашу плотность 2 и получаем 66 петелек. Придется на эту часть мерки. И смотрите, вот у нас тут идет плечо, плавно переходящее в рукавчик такой цельновязанный. И необходимо определить, сколько же у нас вот по этой территории пройдет петель. То есть тут мы определили, теперь сколько на рукавчик у нас. На плечо частичный рукав. Здесь стоят мерки на первый размер 26. Давайте устно посчитаем. 26 умножить на нашу плотность 2, вот 52 петли, да. И второй размер 29 умножить на 2, 58 петель. И смотрите, вязать мы будем, значит, набирая вот здесь равномерно, сколько петель я расскажу. Я вам скажу, сколько всего должно быть петельчик у вас на спицах. Скорее всего, понадобятся гибкие спицы, потому что такое большое количество петель трудно будет уместить на обычных прямых спицах. Вот, смотрите. Считаем. Вырез горловины 66, плюс 2 рукавчика по 52 петли. 52 плюс 52. Итого у нас должно всего быть 170 петель участвовать. То есть вот здесь, отсюда
И вторая часть уже тоже. То есть всего, вот, видите, 170 петель на первый размер. Вот этот размах самой широкой части у нас детали. И второй, сейчас тоже определим, сколько всего петелечек будет. И всего петелечек у нас будет 2 по 58, 58 на 2, и плюс вырез горловины 66. 182 на второй размер петли. Вот в этой части, да, самой широкой. Вот. Ну и вы сами понимаете, что равномерно я вот здесь вам скос посчитала. И вот этот плавный такой переход округлый. Я там сидела, ну, в общем, посчитала по аналогии, как задумывал автор этой модели, да, дизайнер. Поэтому, девочки, описание для вас обязательно будет выложено под видео. Не пугайтесь, это очень простая выкройка. Вот тут вы все поднимете. Я вам просто хотела заострить внимание, как с помощью плотности, ведь вы можете использовать не обязательно ту пряжу, которую я сейчас вам показывала, вязала. Вы можете любую другую взять, у вас будет своя плотность, другие спицы, предположим, да. Вот, получится что-то другое, и вы тогда, значит, сможете воспользоваться просто вот моими теоретическими расчетами, то есть вот этими общими принципами. То есть мы с вами любой сантиметр переводим в петли, да, с помощью этой плотности. А еще мы можем с вами любой сантиметр по вертикали перевести в ряды и вязать, руководствуясь рядами. Для этого мы с вами и определяли вертикальную плотность. Вот в 1 сантиметре 2,3 ряда. Да? Это не случайно. Смотрите. Вот у нас общая длина изделия, стоят мерки 45 и 47,5 сантиметров. Переводим это все в ряды. 45 умножить на 2,3, девочки, это будет 104 ряда. Округляем. 104 ряда. И вторая мерка 47,5 длина, 47,5 тоже умножить на 2,3 плотность, будет получаться 110 рядов. 110 рядов. Вот таким образом мы с вами определяем все вертикальные и горизонтальные размеры. Обязательно используем плотность, чтобы после стирки наше изделие не вытянулось. То есть любую вот эту вот мерку, смотрите, вот у нас идет планка, да, вот у нас идет узор на 16,5 сантиметров в высоту. Вот 16,5 переводите в ряды. То есть вы уже будете знать, на какой величине, сколько рядов у вас будет, когда вы начнете, например, формировать после скоса вот этот плавный округлый элемент. Да? Сколько петель здесь будет подниматься. Здесь будет набираться дополнительные петли, да? Чтобы выйти вот так на общее, как я вам уже показывала, 170 петель для первого размера и 182 для второго размера. Вот, мои хорошие, 16,5 я не досчитала. 16,5 умножить на плотность по вертикали 2,3 и получим вот 38 рядов. 38 рядов. Все. Ну, надеюсь, я объяснила вам доступным языком все эти принципы построения индивидуального описания по выкройке, да, и вы поняли, все действия арифметические очень простые, просто умножение у нас с вами на плотность любого размера, только плотность соответствующую выбираем либо по горизонтали, либо по вертикали, и все. И переводим в ряды, либо в петельки, любой размер. Итак, мои хорошие, я желаю вам удачи, до новых встреч!